Ретроградный Меркурий — одно из самых обсуждаемых астрологических явлений, способное повлиять на привычный ход событий. Я часто замечаю, как люди связывают этот период с неожиданными сложностями, сбои в планах, недопонимание в общении, поломки техники. Но действительно ли все так драматично? В этом видео я расскажу не только о том, как ретроградное движение Меркурия влияет на нашу жизнь, но и поделюсь несколькими неожиданными фактами, которые могут полностью изменить ваше отношение к этому явлению. И самое главное, в финале вы узнаете, как повернуть энергию этого периода себе на пользу, раскрыть скрытые возможности и даже улучшить те аспекты жизни, которые раньше казались непреодолимыми. Поверьте, вы точно не захотите пропустить эту информацию, так что оставайтесь со мной до самого конца. Многие спрашивают меня, когда именно стоит быть осторожнее. В 2025 году Меркурий будет ретроградным 4 раза. С 13 января по 1 февраля начало года заставит нас переоценить планы и замедлить темп. С 15 мая по 7 июня этот период подходит для завершения старых дел и пересмотра целей. С 17 сентября по 9 октября — время, когда стоит быть особенно внимательным к деталям в общении. С 29 декабря по 17 января 2026 года финальный этап ретроградности, открывающий возможности для анализа уходящего года. Эти даты я всегда держу в своем календаре, чтобы учитывать возможные сложности и вовремя к ним подготовиться. А хотите узнать, как ретроградная Венера влияет на наши отношения с партнерами? Подписывайтесь на канал, я обязательно расскажу об этом в следующих видео. Не забудьте поставить лайк этому ролику, чтобы больше людей узнали, что даже ретроградный Меркурий может нести благоприятные возможности. Ваши лайки и подписки вдохновляют меня создавать больше полезного контента. Когда речь заходит о ретроградном Меркурии, первое, что я слышу от людей, это жалобы на хаос. Особенно он проявляется в 3 основных сферах — коммуникация, транспорт и технологии. Хочу поделиться примерами, с которыми сталкиваются многие в этот период. Рейсы задерживаются, расписание рушится, и планы приходится перекраивать на ходу. Сообщения неправильно интерпретируются, что часто приводит к недоразумениям и конфликтам. Гаджеты выходят из строя, данные теряются, а техники, кажется, все время сбоит. Интересный факт. Исследования психологов показывают, что ожидание проблем, известное как эффект ноцебо, может усиливать наше восприятие трудностей. Поэтому я всегда советую помнить, что не все происходящее связано с астрологией. Иногда это просто совпадение, но готовность к неожиданностям действительно помогает пережить этот период с меньшим стрессом. Ретроградный Меркурий, как я всегда замечаю, это не только трудности, но и возможности. В этот период открываются уникальные шансы для тех, кто готов ими воспользоваться. Например, это отличное время для завершения давно начатых проектов. Все то, что долго лежало в долгом ящике, теперь можно довести до конца. Возобновление старых связей, что порой открывает перед нами новые двери и неожиданные перспективы. Углубление в самоанализ, позволяя лучше понять свои цели и приоритеты. Приведу пример. Представьте, что вы давно не брали в руки краски или инструмент, на котором любили играть. Во время ретроградного Меркурия вы неожиданно находите время и настроение вернуться к творчеству. Вы обнаруживаете, что привычная мелодия или старый набросок теперь звучат или выглядят по-новому, открывая для вас глубже смысл или даже новые возможности для самовыражения.
Теперь давайте поговорим о том, как ретроградный Меркурий может повлиять на разные знаки зодиака. Хочу отметить, что для более точного и индивидуального прогноза стоит учитывать не только ваш знак зодиака, но и ваше Солнце, Луну, а также ваш асцендент. Эти три аспекта значительно расширяют картину и помогают понять, как именно астрологические явления влияют на вас. Если вы впервые слышите о таких понятиях, как Луна, Солнце или асцендент, и не знаете, как их рассчитать, напишите мне в комментариях вашу дату, место и время рождения. Я с удовольствием рассчитаю вам эти параметры и объясню, что они означают. Итак, Овен, наш энергичный и целеустремленный первопроходец, что же тебя ждет? Давай разбираться. Больше всего влияния ретроградный Меркурий окажет на твою работу и проекты. Используй это время для завершения старых задач и избегай импульсивных решений. Например, если вы давно планировали завершить проект на работе, посвятите этому время вместо того, чтобы пытаться начать что-то новое. Вы можете улучшить презентацию или исправить недочеты в отчете. Возможно, вас неожиданно пригласят вернуться к старому проекту, который вы забросили. Используйте это как шанс доказать свои способности. Ретроградный Меркурий и отношения – не повод для драм. Смотрите наше видео о том, как справиться с этим, учитывая ваш знак зодиака и знак зодиака партнера. Подсказка в правом верхнем углу. Идем дальше. Телец-телец, наш упрямый и практичный друг, готов к проверке финансов? Посмотрим. Ретроградный Меркурий в этом году окажет влияние на твои финансы. Мой совет тебе – не торопитесь с крупными покупками. Пересмотрите свой бюджет и инвестиции. Если вы задумываетесь о покупке автомобиля, лучше отложить это на период после ретроградного Меркурия. Вместо этого проверьте текущие расходы и устраните ненужные траты. Например, может быть такая ситуация, вам предлагают выгодную на первый взгляд инвестицию. Вместо поспешного решения проведите тщательный анализ. Близнец, наш любознательный мастер общения, что готовит для тебя этот период? Сейчас узнаем. Значительное влияние ретроградного Меркурия будет сказываться на твоем общении и обучении. Я вам советую дважды проверяйте информацию, отложите важные переговоры. Например, при подготовке к важной встрече или экзамену внимательно изучите материалы, чтобы избежать ошибок. Или перед сдачей проекта убедитесь, что все данные и расчеты корректны. Приведу ситуацию. Ваш коллега не понимает сути вашей идеи. Попробуйте объяснить все проще и убедитесь, что вас правильно поняли. Рак, наш эмоциональный и заботливый друг, тебя ждет время семейных разборок и уютных вечеров. Дом и семья выходят на первый план в этот период. Займитесь домашними делами, которые давно откладывали. Будьте внимательны в отношениях с близкими. Например, организуйте генеральную уборку или пересмотрите планировку жилья. Если с родственниками были нерешенные вопросы, сейчас подходящее время для их обсуждения. Если возникает недоразумение с родственником по поводу семейного наследия, то используйте дипломатичность, чтобы решить вопрос мирно. Лев, наш амбициозный лидер, настало время переоценить свои цели. Что же впереди? Карьера, карьера, карьера. Мой совет вам – используйте время для анализа своих целей. Не начинайте новые проекты. Если вы задумывались о смене работы, сосредоточьтесь на оценке текущей позиции. Запишите плюсы и минусы, чтобы позже принять обдуманное решение. Если вы получаете предложение о новой работе, но условия кажутся туманными, лучше дождитесь окончания ретроградного периода для принятия решения. А я хочу напомнить, что на нашем канале вы найдете видео о том,
как понять своих детей и не устроить семейную бурю во время ретроградного Меркурия, опираясь на их знак зодиака. Подсказка в правом верхнем углу. Идем дальше. Дева, наш внимательный и перфекционистичный друг, тебя ждет время анализа и планирования. В этот период вам стоит заняться планированием и здоровьем. Сосредоточьтесь на деталях, но избегайте перфекционизма. Например, проведите аудит своей ежедневной рутины. Начните уже, наконец-то, вести дневник питания или пересмотрите расписание тренировок. Если вы замечаете, что теряете фокус на важной задаче, сделайте шаг назад, чтобы переоценить свои приоритеты. Хочу подчеркнуть, что для более точного и индивидуального прогноза важно учитывать не только ваш знак зодиака, но и такие ключевые аспекты, как Солнце, Луна и асцендент. Эти три элемента формируют более полную картину и позволяют глубже понять, как астрологические явления воздействуют именно на вас. Если вы впервые слышите о Солнце, Луне или асценденте и не знаете, как их рассчитать, просто напишите мне в комментариях свою дату, место и время рождения. Я с радостью помогу вам определить эти параметры и объясню их значение. Идем дальше. Мы уже обсудили с вами несколько знаков зодиака, и, надеюсь, вы убедились, что ретроградный Меркурий не так уж и страшен, как его описывают. Остальных знаков мы коснемся во второй части видео. А пока, как и обещала, расскажу вам, как же нам повернуть энергию этого периода себе на пользу. Ретроградный Меркурий — это не только испытание, но и шанс. Вы можете использовать интуицию для решения сложных вопросов. Именно в этот период внутренний голос особенно силен, и он может подсказать нестандартное решение. Раскрыть свои скрытые таланты. Например, возвращение к хобби или увлечениям, о которых вы давно забыли, может подарить вам новые эмоции и даже открыть профессиональные перспективы. Улучшить сложные аспекты жизни. Задачи, которые раньше казались непреодолимыми, можно решить с другой стороны, обдумав их более тщательно. А от чего бы я советовала избегать? Запуск новых инициатив и проектов. Статистика показывает, что около 20% бизнес-стартапов, начатых в ретроградный период, сталкиваются с задержками в реализации. Лучше использовать это время для подготовки и доработки идей, а не для их старта. Принятие важных решений в спешке. Исследования подтверждают, что стресс снижает качество принимаемых решений. Ретроградный Меркурий — не лучшее время для импульсивных шагов. Лучше подождать, обдумать и взвесить все варианты. Используйте этот период, чтобы замедлиться, навести порядок и проанализировать прошлое. Тогда ретроградный Меркурий станет для вас не помехой, а полезным инструментом для роста и саморазвития. Для дополнительного вдохновения загляните на наш YouTube-канал и откройте новые грани астрологии. Пусть звезды покажут вам путь.